Шаббат шалом. Я сегодня опять буду говорить о Боге. Бог для нас Отец Небесный. Он Творец Всего Сущего. И Он тот, кто благословляет, дает нам разум, дает нам истину. Бог достоин славы. Приходите к Нему, уделяйте Богу время, потому что Он наш Отец. Сегодня я поговорю о ученом, который жил, как раз я говорила, в тот период, когда был разрушен, и через 70 лет он отстраивался храм. Первый храм. И строился второй храм. В этот самый период в Греции начинает уже развиваться наука. Анаксагор – это тот человек, которого обвинили в безбожии, потому что он назвал солнце разжаренной глыбой, булыжником. Вот. И за это его судили. Анаксагор, он родился в Турции, на территории Турции, Иония, как это называлось, земля. И, будучи богатым достаточно человеком, он отказывается от своего богатства. И это традиция была в то время. Для ученых, для философов отказался от богатства и начал путешествовать, начал изучать мир. Вот. Я так понимаю, что этот человек, он мало изучал других философов, он сам развивался, потому что те философы до него, они уже умерли, и он сам получал какую-то информацию. Он размышлял о космосе, о том, как возник космос. И, конечно, он далеко был от истины, он считал, что Земля плоская, и Солнце – это тот кусок, который откололся от Земли. Вот, и звезды – это тоже булыжники, и там Луна. Вот. Но вместе с тем он тот, кто объяснил солнечное и лунное затмение. Благодаря этому его цитировал Перикл. Это тот, кто борец за демократию в Греции. И он учился у Анаксагора, защищал его, когда его судили за безбожие. Вот. Конечно, что такое безбожие? На то время это Богу не молились, святому единому Богу. А было множество богов, вы это знаете. Вот. Но интересно, что за безбожие людей судили. У нас сейчас за безбожие никто не судит. Не заставляет людей молиться Богу. Может, потому нам так сложно, тем, кто верит в Бога. Вот, потому что если бы истина распространялась, если бы людям навязывалась эта мысль, что Бог есть, что Он ждет, если бы люди поклонялись Богу, искали и жили в Слове, то, может, было бы проще, не было бы столько зла. А так потом будете говорить, почему столько смертей, почему он умер. Он же был вроде хорошим человеком. Да. Мне интересно, что как российский перевод, не перевод, а объяснение, и украинский. Украинцы уделяют внимание тому, что Анаксагор был боролся за демократию. То есть, вот я даже почитаю українською Вікіпедію. Анаксагор Склазомен, давньогрецький філософ до сократського періоду, математик, астроном, матеріаліст, друг і соратник Перікла в боротьбі за афінську рабовласницьку демократію. Перікл – це відомий грецький политик. Вот. А в русском языке такого нет. То есть демократия для россиян, это уже, видите, как интересно, разный подход.
восприятия человека. Да, но Перикл – это действительно важная личность в истории Греции. Это первый гражданин Афин, высоко оценил Анаксагора, обучался у него философии и красноречию. Вот. И защищал его, когда его судили за безбожие, его защищал. Значит, безбожность Анаксагора заключалась в том, что он называет солнце не божественным Гелиосом, а раскаленным булыжником. Анаксагор предложил одну из первых теорий создания космоса. В его понимании любая материя состоит из семян всех вещей или геометрии. Они находились в неподвижном состоянии первичной смеси, пока нус, наиболее близкий по сути перевод ум или разум, не придал ей мощное круговращательное движение. Вот вам понятие. Какая же это безбожность. Это у нас сейчас говорят, что мы от взрыва произошли. А тут вот нус, разум. Кстати, перед тем, как прийти к Богу, я уже говорила, что есть ум, есть разум. Между прочим, уже это Бога называла ум Вселенной. Кстати, откуда это я взяла? Где-то слышала. Вот. И вот Нус тоже говорил о разуме. То есть Анаксагор говорил о разуме, Нус назывался. Вот. И он говорил, что этот ум придал этой смеси, которая имела неподвижное состояние, мощное круговращательное движение. Разум, а не взрыв. А наши говорят, что взрыв. Наши ученые говорят, что взрыв придал Вселенной вот такой вид. Ну, хорошо. Анаксагор стал первым, кто в качестве первоначала предложил невещественную сущность. Но, тем не менее, его все-таки обвиняли в безбожии. Так я понимаю, что и Сократ, и Платон, которые были, ну, якобы Архилай, это учитель Платона, Сократа. Сократ – это учитель Платона, а Архилай – ученик Анаксагора. Вот. Но они критиковали. Сократ и Платон, они критиковали. Они как бы понимали, что имел в виду Бога все-таки частично, но потом они отвергали. То есть у них было поклонение Богу. И у Сократа и Платона было поклонение Богу. Какому Богу? Ну, конечно же, не Всевышнему, а видно богам. Какие существовали тогда у Древней Греции. Анаксагор стал одним из влиятельных жителей Афин. Он входил в узкий кружок афинской интеллигенции, который создала возлюбленная Перикла Аспасия. Да, вот ученик Анаксагора, коренной афинянин Архилай, был учителем Сократа, который, в свою очередь, воспитал Платона. Вот. И я вот так думаю, тогда уже существовало понятие атом. А атом переводится как неделимая часть. А уже после этого Анаксагор говорит о смеси. То есть, как бы это называется составляющая всех вещей. И получается, что ну, где-то он отрицал вот эту атомную структуру, ну, в том смысле, что он где-то был прав, потому что атом – это неделимое, оно тоже состоит из элементов, мы уже знаем, что возле ядра крутятся электроны, а само ядро еще состоит из элементов. То есть можно сказать, что ну, Бог через это тоже говорил, через таких ученых, он говорил, что не останавливайтесь. Видите, мы даже неправильно называем элемент атом, мы неправильно называем, переводится как неделимое, на самом деле мы уже неправильно говорим. Вот, таким образом. Анаксагор, как незаурядная личность своего времени, привлекал внимание современников. Весьма необычным для греков было отсутствие у Анаксагора приверженности к родному полису. Локального патриотизма не было. Согласно одной из легенд, на вопрос, неужели Родина тебя
нисколько не интересует. Анаксагор ответил, указав на небо: помилуй Бог, Родина даже очень интересует меня. Вот, ну вот как раз та тема, которую я поднимаю. Где же Родина наша? Где продолжение жизни? Вот Анаксагор ошибался. О чем он говорил? О небе, да? Они все верили, что небо – это продолжение жизни. Вот, то есть они еще не понимали, что есть реинкарнация, они это не могли поверить. Ну, значит, так Богу было угодно. Бог действительно спрятал реинкарнацию от многих. Вот. Но Родина даже очень интересует меня. Я не сказала бы, если это есть правда, то это нельзя назвать человека неверующим, правильно? Анаксагор, Склазамен, значит, ну, в общем, Клазамена, это он родился на западе Турции. Вот. И в конце, когда его приговорили, он вынужден был убегать и жил в Лапслаке, тоже это запад, даже северо-запад Турции. А вот такая личность, которая меня заинтересовала. И я считаю, что Господь все равно что-то делает. Он развивал науку. Потому что если говорить о том, что человек просто сказал, что Солнце – это разжаренная глыба, там, или как он там назвал, ну, это просто развитие науки. И так и Богу разве не угодно развитие науки? Конечно. Вот, потому что интересный такой факт, что он объяснил лунное и солнечное затмение впервые, именно Анаксагор. И он научил этому Перикла. И когда Перикл застала буря, то Перикл успокоил кормчего и объяснил это тем, что он накрыл его плащом и сказал: вот тебе, вот такой, уже войска сели на суда, и сам Перикл взошел на свою триеру, как вдруг произошло солнечное затмение, наступила темнота, все перепугались, считая это важным признаменованием. Перикл, видя ужас и полную растерянность кормчего, поднял свой плащ перед его глазами и накрыл его, спросил, неужели в этом есть какое-нибудь несчастье, или он считает это признаменованием какого-нибудь несчастья. Тот отвечал, что нет. Так чем же то явление отличается от этого, сказал Перикл, как не тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща. Вот так вот объяснил. Ну, он был научен именно Анаксагором. Что такое солнечное затмение, что Земля закрывает солнце, попадает в тень, получается. Вот. Ну, и дело в том, что да, но он говорил, что, конечно, ядро космоса, по мнению Анаксагора, в котором расположен центр Земли, находится в неподвижном состоянии, в то время как эфирная оболочка продолжает вращаться с большой скоростью. Ну вот, что-то тут напоминает о тверди, не Земля, конечно, но твердь, вокруг чего вращается Солнце и звезды. Что-то такое есть. В этом тоже какая-то наука для нас. Вот. И я еще хочу сказать, что ученые наши, Гегель, например, он видел все-таки в Анаксагоре приверженца уже монотеизма. То есть объяснял, что да, Анаксагоров разум привлек к себе внимание не только античных мыслителей, но и философов нового времени, которые старались дать свою трактовку того, что имел в виду Анаксагор. Для Гегеля nous, то есть универсальный разум, логический принцип формирования космоса. Вот. Ну и о монотеизме тоже говорили, что видели в его это учение как бы объяснение монотеизма, разум как единый разум, как то, что совершенство, божественность, Вселенную сотворил единый Бог. Ну, конечно, он об этом не говорил, но я думаю, вот этот человек жил за 400 лет до рождения Иисуса Христа. Я думаю,
что Иисус владел многими знаниями, и, возможно, он тоже изучал эту древнегреческих философов. Почему-то у меня такое складывается впечатление, потому что он должен был быть грамотным, объяснять уже все события с какой-то научной точки зрения. Бог великий, он давал это через ученых. Это у меня такое мнение. Так Иисус развивался. Господь развивал науку через следующих философов, известных, конечно, нам, мы знаем их. И Платон, и вот Архилай, и Сократ. Сначала Сократ, потом Архилай, потом Сократ, потом Платон, а Платона был Аристотель, учитель Александра Македонского. Вот, ученик. Вот так, такая последовательность. Так что я говорю, вот, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, бегите в горы. Вот это вот горы, это познание. Я считаю, что это познание. Вот бежать в горы – это учиться, приобретать знания, видеть Бога в этих вещах. Это замечательно, как Бог открывается, как открывался, историю познавать. Во всем Господь, во всем. Будьте благословенны. Любите жизнь и благодарите Бога.